Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Конец лета и начало осени – идеальное время для заготовки вкусного домашнего томата на зиму. Его можно использовать для приготовления супов, борщей, всевозможных подлив и томатных соусов. Многие молодые хозяйки думают, что консервирование весьма трудоемкий процесс, но сегодня я покажу вам простой и быстрый рецепт, как закрыть вкусный томат на зиму. Для приготовления хорошего домашнего томата нам понадобятся полностью вызревшие помидоры, красный сладкий болгарский перец, острый перчик и специи. О них чуть позже. Итак, приступим. Все овощи необходимо помыть и нарезать так, чтобы их удобно было измельчить в мясорубке. У томатов удаляем плодоножку и нарезаем довольно крупными кусочками. Сладкий болгарский перец разрезаем, удаляем сердцевину вместе с семенами и крупно режем. За неимением красного перца можно использовать сладкую паприку. Количество острого перца берите по вашему вкусу и тем самым регулируйте остроту томата. А если не любите, можете не добавлять. Все продукты подготовлены. Для измельчения можно использовать мясорубку, кухонный комбайн или погружной блендер. Выбор за вами. Я традиционно измельчаю на мясорубке со средней решеткой. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео, но скажу, что в данном случае я взяла 5 килограммов спелых томатов, полкилограмма красного болгарского перца и 1 острый перец чили. Для этого количества продуктов понадобится кастрюля объемом не менее 5 литров. Я сразу прокручиваю все овощи в кастрюлю, в которой буду варить томат. Устанавливаем кастрюлю на плиту и периодически помешивая, доводим томат до кипения. А пока томат закипает, подготовим баночки. Используйте банки любого удобного для вас объема. Я возьму по пол-литра. Поскольку томат мы не стерилизуем, то банки должны быть заранее простерилизованы. Я это делаю в микроволновке, а крышки достаточно прокипятить. Томат хорошо закипел. Для более насыщенного вкуса и аромата я добавлю еще 1 чайную ложку сладкой паприки. Но если вам не нравится вкус и аромат болгарского перца, то не добавляйте его в томат ни в каком виде. Ни в свежем, ни в сушеном. Туда же отправляем 2 лавровых листика, несколько горошин душистого перца, 1 столовую ложку соли с горкой и 2 столовые ложки сахара. А если ваши помидоры не очень сладкие, то можно добавить и 3 ложки сахара. Все хорошо перемешиваем и кипятим томат на среднем огне 20-30 минут. Собирать пену и накрывать крышкой не нужно. Томат готов, когда густая часть начинает оседать на дно, а сверху появляется прозрачная жидкость. В этот момент можно его разливать. Убавляем нагрев на минимальный, но полностью плиту не выключаем. Душистый перец можно извлечь из томата, но я оставлю для большего аромата. Разливаем томат по баночкам, стараясь максимально их заполнить. Плотно закрываем или закатываем крышками. Переворачиваем и оставляем на кухне до полного остывания. Укутывать не обязательно. Вот и все. Заготовить томат проще простого. Из этого количества продуктов получается от 4 до 4,5 литров готового томата. Благодаря тому, что мы взяли спелые томаты, сладкую паприку и красный острый перец, готовый томат получается красивого ярко-красного цвета. Вкус у томата очень приятный и насыщенный, кисло-сладкий, в меру соленый и немного острый. Хранить готовый томат можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Такая заготовка зимой станет находкой для любой хозяйки. Надеюсь, вам пригодится этот простой рецепт. Желаю всем удачных заготовок и приятного аппетита. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, делитесь с друзьями и оставляйте свои комментарии. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлист «Заготовки и консервация». Посмотрите, если интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.